Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. И, конечно же, вкусностей, которые вы заготовите в июне месяце на зиму 2023-2024 годов. Итак, у нас сегодня агрогороскоп заготовок на зиму в июне 2023 года. Все работы выполняем по киевскому времени. И хочу сразу же дать совет. Наилучшее качество у продуктов, если вы собираете в солнечное время и перерабатываете именно в солнечное время. Тогда все вот эти энергии солнышка дают очень хороший заряд этой энергии, сохраняют, и вы зимой эту же энергию будете получать с помощью вот этих заготовленных продуктов. Начинается месяц в неблагоприятные дни для заготовок. Качество, конечно, будет, мягко говоря, все время банки взрывают, и цвет не такой, как надо, потому что это знак стихии воды. А в знаке стихии воды это всегда, когда много воды и очень быстро происходит процесс брожения. Поэтому 1-2 и вот желательно утро еще 3 не заниматься заготовками. Ну а затем уже после, где-то к обеду, ближе к 12 часам, можно собирать плоды и ягоды. Зеленушку многие сушат сейчас. Так вот 3 в обеденное время собираем, 4. Смотрите, очень большой период у нас по всему вот этому периоду заготовок до 8 числа. Сейчас снова же увеличу. Смотрите, стрелец 4, 5, 6, 7, 8. Это время для того, чтобы собирать урожай, сушить, замораживать, консервировать. Очень хорошее время, довольно-таки длительный период. Ну а затем наступает период перерыва. Снова знак стихии воды. И он как такая интересная тенденция всегда перехода из знака в знак. Поэтому мы вот этот период утренний не включаем для сбора и для переработки. Столько раз эксперименты проводили, столько потерь было. Поэтому смотрите, 9, 10, 11 желательно до вечера не делать никакие заготовки. Уже поздно вечером можно 11 и собирать, и заготавливать, то есть перерабатывать. 12, 13 и снова такой длительный период. 14, 15, 16 и 17. Видите, это период, когда можно заниматься различными заготовками. Но снова потом наступает период неблагоприятный. Хотя, смотрите, казалось бы, близнецы утром, переход в знак рак 13:59, минус 6 часов. Вот они, наши вот эти часы, которые 18 забираются. Мало того, мы делали на стыке как раз и при переходе уже несколько часов был переход из знака в знак, и вот последующий знак, если это знак стихии воды или знак стихии земли, есть один знак у нас, мы сейчас о нем будем говорить, только один знак, то тогда качество заготовок низкое и тоже взрываются банки. Поэтому смотрите, 18, 19, 20 никаких заготовок. А 21, когда солнышко взойдет, и 22 можно собирать урожай, сушить, замораживать, перерабатывать, консервировать. Очень хороший период. И сейчас о том знаке, один знак стихии Земли, это у нас период Девы. Вот смотрите, 23-го, здесь, казалось бы, переход, но мы вот делали снова же во Льве, казалось бы, но следующий знак идет же, допустим, мы делаем маринованные помидоры или огурцы, они потом как, получается, как каша, мягкие, невкусные, неприятный аромат. Может, кто-то любит такие мягенькие, но вот мы делали такие заготовки, и всегда получился нехороший результат, не нравилось это нам, поэтому не рекомендуется 23, 24 и 25 делать какие-либо заготовки на зиму. Только собираем для короткого периода, то есть собрали, съели, приготовили. 26, 27 снова же прекрасный период для того, чтобы собрать урожай, переработать его и, естественно, заготовки сделать на зиму качественные. Завершается месяц в неблагоприятный период для заготовок. Смотрите, 28-го снова же переходный день из знака Весы в Скорпион. Не используем его для заготовок. 29 и 30. Здесь тоже конец дня, переход в знак Стрелец. Уже 1
июля можно будет делать заготовки, а вот этот период делать заготовки не рекомендуется. Вот теперь перешло время для скрина. Вы видите весь месяц, как на ладони. Теперь знаете, когда лучше пропустить заготовки. В такие дни мы просто излишки раздаем друзьям, делимся этой продукцией, а уже в благоприятное время делаем заготовки. Сегодняшнее видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам вкусных заготовок на зиму и удачи во всех ваших приготовлениях на зиму. Будьте здоровы! До новых встреч на нашем канале! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра та смачного. Смачного буде взимку, тому що ми робимо заготівлі. Агрогороскоп заготівлі на зиму в червні 2023 року. Час київський. Бажаємо вам гарних заготівель і, будь ласка, така порада. Збираємо в сонячний час, тобто в денний час, і робимо із цього урожаю смачні заготівлі і вибираємо найкращі періоди. І ось початок місяця несприятливий для роботи з овочами, фруктами в плані їх заготівлі, тому що це знак стихії води, дуже швидко псується продукція і вже й перероблена. І 3-го бажано іще до 8-ї години додати 6 годин, тобто до обіду ви не робіть ще заготівлі. А 3-го вже після обіду, в обідню перерву можна збирати і далі. Що робити? Сушити, заморожувати, консервувати продукцію, яку ви готуєте для зими. І ось дуже великий період, дивіться, і 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го можна буде займатися цими заготівлями. Це дуже важливо. А ось уже 9-го, 10-го та 11-го краще заготівлями не займатися. Це знак стихії води знову ж таки. А це значить, що і бродіння, і якість, і колір у продукції буде дуже низький. Увечері 11-го, якщо дуже-дуже вже багато назріло чогось, то ви можете цю продукцію збирати вже чим ближче до 16 плюс 6 годин, 22 година. Тобто після 9 години вечора вже можна буде займатися і консервацією. А краще все-таки оці перехідні періоди проходити. І дивіться, у нас починається гарний період 12, 13, 14, 15, 16 та 17. Це стільки днів для того, щоб робити сушіння, заморозки та консервації. Наступний період – це і час переходу, буде 18, 19 та 20. Не можна робити заготівлі, тому що ми зробимо те, що буде псуватися і не дасть користі нам. Це знак стихії води. Наступний період 21-22 в знаці Лев місяць знаходиться. Дуже гарне сушіння, заморозка, консервація. Дуже гарний час для цієї роботи. Наступний період в Леві. Лев у нас переходить в Діву і Діва. В Діві це один із знаків, в якому все псується і навіть швидше, хоча і на рівні стихії води, от ми вже маємо таких багато прикладів. Тобто 23, 24 та 25 не робимо ніяких заготівель. А уже 26, 27, будь ласка, зберіть все, що вже маєте зібрати на сушіння, на заморозку, на консервацію. Готуйте, будь ласка, тому що в кінці вже буде період, коли не можна робити заготівлі. Це знов стихія води. І перехідний період дає отакі негативні результати. Час нашого відео добігає кінця. Ми вам бажаємо смачних заготівель. Сушіть, заморозуйте, консервуйте продукцію, яку ви виростили, і обов'язково вона вам пригодиться взимку. Бажаємо вам здоров'я, смачних заготівель і до нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!